While I was walking here from Kurskaya, На пути сюда, от Курской, I was looking at the faces of people I passed, я смотрела на лица людей, которые проходили мимо меня. and of course trying to be aware of my own face. И я старался не упускать из внимания, что на моем лице происходит, что оно выражает. I saw many, many people unconsciously suffering. И я увидела очень много неосознанного страдания на лицах людей. You see fear, anxiety, you see jealousy, you see all kinds of expressions on their face. Можно увидеть зависть, страх, волнение, все виды выражений на лицах, Which they are not conscious of. о которых человек, выражение лица которого таково не представляет даже. So there are two ideas about sacrifice. One is unconscious sacrifice. Также и жертва, она может быть неосознанной. We are sacrificing our lives to these negative emotions. Этим негативным эмоциям мы приносим в жертву свою жизнь. Excuse me while I take off my coat. It's a little Прошу warm. прощения, здесь немного жарко. So it's your choice whether you want to sacrifice unconsciously И это ваш выбор. Хотите ли вы принести жертву неосознанно or intentionally and consciously. или намеренно и сознательно? Your emotions are the most powerful thing in you. Ваши эмоции – это самая мощная в вас вещь. They control you. Они вас контролируют. So you have to make a determination if you want to lose this life force through your emotional excesses or И вам необходимо определиться, хотите ли вы позволять этой жизненной силе выходить из вас, оставлять вас. or you want to begin to restrain these emotional outbursts and these anxieties appearing on your faces. Или вы, возможно, захотите ограничить этот эмоциональный выброс и выражение волнения на ваших лицах. And in doing so, begin to take back your life. И делая это, начать возвращать себе энергию своей жизни. So that when you say my life, it actually begins to be your life. И когда вы будете говорить «моя жизнь», это действительно потихоньку начнет становиться вашей жизнью. So let's try a kind of exercise together, because really words are not so important. Давайте сейчас небольшое у нас будет упражнение, потому что действительно слова, они не настолько важны. The words that I say, somebody else says, or you read, they're gone in a very short time. Слова, которые вы где-то прочли, я вот сейчас что-то там сказал, эти слова не очень быстро улетучиваются. But if you have an experience connected to words, to ideas, then they remain inside of you. Но если есть опыт, который связан с идеями, то этот опыт будет жить с вами дольше. It reminds you of the old Chinese saying, you know, if you give a man a fish, he eats for a day. Есть такая старая китайская пословица: если дать человеку рыбу, он ее за день съест. And if you teach him how to fish, he eats for a lifetime. А если научить его, как рыбу ловить, то это на всю жизнь его прокормит. So, just very simply, I want to remind you. Я хочу вам напомнить,
let us take the idea of the witness. Давайте сейчас начнем с идеи свидетеля. Right now it's possible you could be witnessing your life. Прямо сейчас у нас есть возможность видеть, наблюдать свою жизнь. So I'm witnessing myself standing here talking to you. Я сейчас осознаю, что я стою здесь и разговариваю с вами. Are you witnessing yourself now? Есть ли какой-то свидетель, который видит вас сейчас? Вас? Can you see yourself? Можете ли вы себя видеть? Okay. So this relationship between the witness Есть некоторое отношение между свидетелем, which is the conduit of consciousness, который является проводником осознанности, and the doors of perception. и дверями восприятия. So, as I'm writing this connection at the lowest level of my nervous system, connecting with what Gurdjieff calls hydrogen-48. И прямо сейчас, когда я пишу, я чувствую вот эти нервные окончания, то, что Гурджиев называл водород 48. This is telling me I'm holding this marker, Это то, что говорит мне, те ощущения, которые я sending получаю, information. информация, которая говорит мне, что я держу в руках маркер. So, how could we be connected between the doors of perception, our eyes, our ears, our nose, our hands, and the witness? Как свидетель может быть связан с нашими вратами восприятия, с нашими ушами, глазами, тактильным восприятием? In order to do this, we have to have this tremendously open space between them. Для того, чтобы связь была возможна, нам нужно огромное пространство между. If this space is full of associations, whether of the mind, of the emotions, or of the body, Если это место занято ассоциациями ума или эмоций или тела, then this conduit, this linkage between the highest in us, connected with the ray of creation, тогда эта связь с высшим в нас, которая происходит благодаря лучу творения, all the way down to the lowest part of us, от высшего к низшему, is blocked. блокируется. So immediately the idea of sacrifice has a specific and special meaning. That is, here it's sacrificing all the mechanical associations that I've thus far lived for. И вот уже здесь значение появляется у этого феномена жертвы, потому что нам нужно принести в жертву все эти ассоциации, которые были со мной большую часть моей жизни. If this, for example, were the sun, Если здесь у нас Солнце, and this the moon, а здесь Луна, then we have to maintain this connection between the sun and the moon. тогда нам нужно поддерживать вот такую связь. And in order to do that, we're going to have to sacrifice our attachment to these associations. И чтобы поддерживать эту связь между Солнцем и Луной, нам нужно принести в жертву наши ассоциации. Some of you can now
see your thought process. Некоторые из вас сейчас способны наблюдать за вашим процессом, мыслительным процессом, At least superficially. хотя бы поверхностно. So now, as a thought enters your mind about what's being said, or some association having nothing to do with us being here, you can observe it. И сейчас, если появляются ассоциации в вашем уме по поводу того, что здесь говорится, но которые не непосредственно имеют значение, вы можете наблюдать этот процесс. And the power of seeing И сила видения, сила свидетеля, if you really do see, is so strong если вы действительно способны видеть, эта сила, это огромная сила внутри вас. that it is an absolute for your associations. In other words, it can dissolve the associations. И эта возможность видения, она способна поглотить, способна растворить ассоциации. But if you are attached to your associations, if you like them so much, Но если вы очень привязаны к своим ассоциациям, если вы их настолько сильно любите, then they will be stronger than your wish to see. то тогда они станут сильнее, чем ваше желание видеть. So you have to make a choice. То есть здесь нужно сделать выбор. Do I wish to be conscious, or do I wish to stay a machine? Хочу ли я оставаться машиной или хочу ли я осознанности? Do I wish to start next year or now? В следующем году начну или вот прямо сейчас? Now, what stands in between this very high level in us, and this is not the highest level because we're not starting with the absolute. Итак, что происходит между высшим уровнем, и на самом деле это не самый высший уровень, мы не начинаем с абсолюта. That's much too high. Он слишком далеко. It's like they speak about the name of God. Well, you can't name God. Это как говорить про имя Бога. Вот, не можем мы сейчас назвать Бога. Just like they say you can't name the Tao. If you name the Tao, it's not the Tao. Это как китайцы говорят, невозможно назвать Дао, если вы говорите что-то, то это уже не Дао. So the way that exists between the highest in us and lowest in us must be cleared. То, что происходит между высшим и низшим в нас, должно между ними быть свободное пространство. And this is like an electrical shock that has to come from this high level. The sun is electrical, has to come from this high level and pierce all these mechanical levels. Чтобы как такое электричество, которое проникает в нас и может опускаться вот полностью до самой глубины нашего существования. What's in between? Итак, что здесь между? It's the whole ray of creation. It's the whole world in us. Это целый мир, это луч творения внутри нас. And so once we begin to clear this pathway, we then have to replace this old mechanical process with a new conscious process. И освобождая пространство внутри, мы можем изменить механические процессы на процессы осознанные, сознательные. And one of the first things we need to do is look at the pictures we have of ourselves. И первое, что нам нужно сделать, это посмотреть на те картины нас самих, которые у нас есть внутри. Which Gurdjieff calls ego-plasticity. Гурджиев называет это игопластикурой. It's one of his strange words that he has in All and Everything. Одно из странных слов, которые есть в «Все и вся». What picture do you have of yourself that prevents this conscious force from entering you? Какая картина себя внутри мешает сознательной силе проникнуть в вас, силе сознания? Let's take an extreme example of this kind of false picturing.
Давайте такой вот очень грубый образ возьмем этого процесса рисования таких неправильных картин. What happens when a young girl pictures herself as very heavy? Если молоденькая девушка себя очень считает толстушкой, But actually, she's losing weight and soon she's going to die because she's becoming skinnier and skinnier, but her picture of herself is still that she's fat. и она продолжает думать о себе как о толстушке, а в это время теряет вес и становится мягче перышка, и вот уже она на грани жизни и смерти, но продолжает думать, что она толстушка. This is a false egoplasticity or a false picture of myself, which has become so extreme. Это вот такое неверное эгопластикуй или экстремально неправильная, совершенно неправильная картинка меня, которая у меня внутри есть. That a young woman may starve herself to death because of it. Вот девушка, да, в нашем примере, она прям умерла из-за этой картинки. But the fact is that the picture you have of yourself is slowly killing you. И факт заключается в том, что эти неправильные картины внутри человека, они постепенно его убивают. Because it makes impossible what is in the Bible called the straightening of the way. Потому что они не позволяют тому, что в Библии называется... Выпрямление пути. Спасибо большое. If you do not straighten the way, and this was, of course, the task of John the Baptist, Если вы не выпрямляете путь, и это была задачей Джона the Baptist, Креститель. Иоанна Крестителя, which many people think was one of the heads of the White Brotherhood. многие думали, что он был главой белого Brotherhood. белого братства. That this straightening of the way comes before the entering of this highest principles inside of you. First you have to clear the way, then you can have these higher forces enter you. И это выпрямление пути, оно находится перед тем, как высшая сила может вас проникнуть. At each level, one could say that there is a kind of a table or a place for sacrifice. Можно сказать, что на каждом уровне есть место для жертвы. So at the lowest level here, На самом низком уровне, where Gurdjieff says that some obstruction was created, Гурджиев говорит о том, что было соединено, было специально создано некоторое затруднение, that this obstruction, which he called Kunderbuffer, and which is represented by three spirals, three circles, 3.5 circles actually. это затруднение он называл кундабуфером и представляли его как 3,5 таких витка спирали. Takes the highest energy the body produces, which he called C12, creative or sexual energy. И это затруднение, оно забирает из тела самую высокую энергию, которую Гурджиев называл Си-12, или сексуальную энергию. And the Taoists called Jingqi. Даосы называли джинчи. I don't know if there's a name in yoga for it. Is there a special name for sexual energy? And what? Оджис. Нет, кундалини. Yeah, that's the problem with yes. Оджис внизу, Теджис наверху. Да? So, I guess I'm pretty Если sure. Алан спросил, есть ли какое-то название в йоге для вот этой энергии, сексуальной энергии. What happens here is that the sexual energy is taken by these 3.5 windings, which is actually a snake wrapped around the sexual energy. Ну вот можно представить эту спираль как такую змею, которая
обволакивает сексуальную энергию. And then all kinds of imaginings, all kinds of false beliefs begin to connect with the sexual energy. И огромное количество разных видов фантазий и неверных представлений, они начинают возникать вот в этом месте растрата сексуальной энергии. So to sacrifice these false pictures about sexual energy and to determine exactly what it is and what its purpose is, acts as this first level of sacrifice. И пожертвовать этими фантазиями, возможно, было бы таким первым уровнем жертвы. And as we know that this energy and the ideas concerning it, like you see in the churches and various places in religion, Вы, возможно, видели в церквях и в различных других религиозных местах религиозного поклонения, are totally disconnected with the organic function of sexual energy. есть определенные правила, которые абсолютно не связаны с органическим течением сексуальной энергии. So in the Taoist tradition, this energy has to be brought to this particular place and a fire lit under it so that it's sublimated. В алхимии даосов должна быть привнесена в определенное место сексуальная энергия, и после этого появляется элемент огня, который выплавляет из нее нечто отличное. The Taoist is more of an energetic approach, У даосов очень такой энергетический подход. while Gurdjieff's approach is more psychological, at least externally. Подход Гурджиева, по крайней мере, внешне выглядит как более психологическим. And what I've been doing for a number of years is working gradually to relate these two, the energetic and psychological. Моя работа на протяжении последних лет заключалась в том, что эти два подхода. Энергетический и психологический. So sacrifice literally means in the original etymology means to make sacred. В оригинальном значении этого слова историческом жертва означает сделать что-то священным. So you want to turn this negative vitality from moving only outward to also moving inward and upward. То есть вот эту негативную витальность, жизненность нужно повернуть, развернуть из того, что она выходит постоянно вовне, развернуть ее внутрь и поднять выше. Then it becomes positive vitality. Тогда она меняет свой заряд, становится позитивной. Only when it becomes positive vitality can it begin the work of transforming this energy into higher and higher energies until finally you create an immortal body. И только наличие этой смены полюсов может позволить использовать эту энергию в дальнейшем для того, чтобы создать бессмертное тело. And this is also called the soul. Это бессмертное тело также называют душой. If you wish to gain a soul, Если вы хотите, чтобы у вас появилась душа, if you wish to live more fully, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была глубже, not as an automaton, не такой, как, простите, excuse me, not as an automaton, Автоматон. не такой механической, then you have to be willing to sacrifice your certain energies which naturally are either locked into imagination or are being used only externally. Когда вам придется пожертвовать вот этими энергиями, которые либо вовне уходят, либо уходят в создание неверных фантазий.
Up here in this level, the solar plexus, На уровне солнечного сплетения you have emotions connected more with the body and the sympathetic nervous system. эмоции, которые более связаны с телом и с симпатической системой. These energies right now are being used up constantly with anxiety and with fear. Это та энергия, которая постоянно тратится на волнение и на страхи. And they're extracted from you, pulled out of you. И таким образом она утягивается из вас. So outside situations that cause you to be afraid, that cause you to be anxious, Внешние ситуации, которые вызывают страх, которые вызывают волнение, pull your life energy from you. они вытягивают из вас вашу жизненную энергию. And then once you begin to witness this, and you know this is true, И когда вот этот свидетель, о котором мы говорили, он действительно это видит и понимает, что это на самом деле то, что происходит, you're responsible now for your Теперь energy. это ваша ответственность. Теперь ваша энергия – это ваша ответственность. So what do you choose? Do you choose to sacrifice some of this externalizing of energy, restrain some of this energy, Выберете ли вы то, чтобы ограничить этот выплеск негативной энергии, so that the emotional energy of the body, which would then be connected with, it could be Soul 12, which is fairly high level, but it could be also 24. и чтобы эмоциональная сфера, она получала энергию соль 12, ну или хотя бы соль 24. Then you begin to remember yourself. И получая эту энергию, вы сможете помнить себя. And when you remember yourself, you begin to feel why you're here. А когда вы помните себя, вы начинаете чувствовать, почему вы здесь, Why were you born? почему вы были рождены. For nothing? Just to live an existence of pure crap? Просто чтобы продолжить существование как некий мусор, To be manure? манure. Manure, like you spread on the ground. Вот удобрение. Yes. In French it sounds better though, merde. Very nice in French. По-французски очень хорошо звучит. Or do you want to begin to come back up from the lowest level of mechanicality, come back up the ray of creation and begin to exist at a higher level of being? Или, может быть, вы захотите вернуться и подняться вверх по лучу творения, чтобы достигнуть более высокого бытия. If you do, you have to collect yourself. Если так, то вам нужно начать собирать себя. We're so used to throwing ourselves out there, you know, what we call self-expression. Мы так привыкли к тому, что называется самовыражение, мы так привыкли бросать себя вовне, выкидывать себя, That we never really come inside ourselves. что мы даже забыли, как это возвращаться внутрь себя. Never experience who we are. Никогда не чувствуем, кто мы на самом деле, кем мы являемся. So, in a way, you see that sacrifice or making sacred is a kind of suffering. We have to let go of old things. Жертва в каком-то смысле это всегда страдание. Мы должны отпустить, оставить многое. We have to let go of the person we think we are, that we've pictured ourselves to be. Мы должны перестать быть, оставить те картинки себя, в которые мы так свято верили. Then we can begin to become ourselves. И тогда мы сможем действительно стать собой. Essence
has gone all the way down to the bottom, and we can begin to bring it back up. В самом низу сейчас, на самом низком уровне наша сущность, но мы можем ее вырастить. Our true self comes from the stars. Наша истинная сущность, она спустилась к нам с небес. It's not a metaphor, not an abstraction, it's a reality. Это не метафора, это не абстракция, это реальность. If we wish to come back to our true self, we have to follow this return path up the ray of creation. Если мы хотим вернуться к своей истинной сущности, мы должны пойти вверх по лучу творения. And so at every level, we must give something up to get something new. И на каждом уровне мы должны что-то оставить, чтобы получить новое содержание.